Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире Наталья. Добро пожаловать на канал Твой мир, дорогие мои. Я вас благодарю. Хотела сказать, я вас обнимаю. Да, я вас обнимаю. Я очень рада, что вы есть у меня, что я есть у вас. Я вам очень благодарна за ваши комментарии, за ваши лайки, за отзывы, за обратную связь. Ребята, это поистине ценно, это очень важно для меня. Я ценю каждый ваш комментарий. И каждое ваше слово, которое вы произносите, понимаете, проживаю всем сердцем. И я всегда говорю, что пусть вам вернется в 1000 раз больше тепла, добра и позитива, чтобы ваша жизнь была наполнена. И пусть вам вернется в 1000 раз больше добра, тепла, света и позитива. Дорогие мои, давайте сегодня посмотрим расклад, который будет называться Таро-прогноз для знака зодиака Козерог на январь 2023 года. Дорогие Козероги, настройтесь, а мы начинаем. Первая декада месяца для Козерога. Прекрасно. Смотрите, Козероги, первая декада месяца у вас вообще знаменуется каким-то таким, знаете, моментом завершающего этапа. Но здесь, знаете, как этап в том плане завершающий, что вы получаете лавры, вы получаете, возможно, какие-то денежные вознаграждения, вы получаете признание, вы получаете славу, вы купаетесь в любви. То есть, знаете, здесь такая карта Солнца, да, она говорит о том, что вы получили все, что вы хотели, вы на коне, вы довольны, вы искритесь солнечной энергией, вы излучаете любовь, вы заражаете вокруг все вот этим светом, вот этим позитивом, то есть у вас настолько прекрасное, великолепное настроение. Здесь, знаете, как-то у вас и романтический настрой, потому что паж кубков это все-таки какие-то новые отношения, влюбленность, возможно, что-то зарождается. И здесь еще с другой стороны рыцарь Пентаклей, да. Здесь у кого-то может быть 2 кавалера. Кто-то вот такой вот весь эмоциональный, весь такой романтичный, а другой такой более практичный, да, который вот все-таки он думает про будущее, он думает про материальное, как заработать, как обеспечить, как так, чтобы на все хватало, какую там работу, как мне там по карьере продвинуться. Вот такой тоже может быть момент. Для кого-то это может быть просто даже, знаете, как вот есть какое-то у вас начинание, есть какая-то цель, да, и вы к ней стремитесь. И здесь при всем том вы чувствуете эмоциональный вот этот настрой, и при всем том вы уже имеете какой-то пройденный уровень, да, пройденный уровень, который знаменуется для вас вот такой вот какой-то победой, своеобразной для себя победой. То есть здесь для вас как бы счастье и гармония на первом месте здесь стоит. Вторая декада месяца для вас, Козероги, январь 23 года. Здесь, смотрите, для многих Козерогов, знаете как, здесь может быть такой момент, что у кого-то начались новые отношения, да, и здесь, возможно, неожиданно врывается какой-то бывший или бывшая в отношения, узная о том, что вы сейчас находитесь в партнерстве. Вот такой может быть момент. Другой момент может быть здесь такой, что вы очень долго ждали, да, для сотрудничества какого-то человека, что вот вы как-то в одиночку не проходит там какой-то бизнес, да, или какой-то проект, надо вот с кем-то вместе. Здесь у вас появится этот человек, и он, знаете, как появится так стремительно, ворвется, и он будет вам давать очень много советов дельных для того, как там что, ну, как-то вот направит вас в этой ситуации. Вот такой момент тоже может быть для вас, Козероги, во второй декаде месяца. Но больше всего, я думаю, здесь как-то проиграется, что почему-то бывший вспомнит о вас. Третья декада месяца января 2023 года.
что здесь? Дорогие козероги, здесь, знаете как, третья декада для вас пройдет под таким, знаете, так хочется сказать сценарием, но не сценарий, а под грифом, знаете, какой-то такой трансформации. Вы будете переживать какие-то перемены, причем, знаете, такие перемены серьезные, которые заставят вас задуматься о чем-то большем, о чем-то высшем, чем есть на сегодня, да, это называется духовность. То есть вас как-то жизнь повернет в такую ситуацию, что здесь вам придется задуматься над тем, знаете, как вот то ли над предназначением, то ли ответ, а кто я, для чего я. Вот такие глубинные вопросы для вас будут вставать в январе 23 года, в третьей декаде месяца. Да? И здесь Паш мечей говорит о том, что это, знаете, какой-то такой вот перемены, у кого-то они вот идут длительное время, да, а для вас они произойдут внезапно. То есть, вот знаете, как-то в один день вы проснетесь и ощутите вот просто полным кувырком вот эти перемены в своей жизни. И здесь еще, знаете, такой момент идет, что ваша жизнь после этой трансформации, она никогда не вернется на предыдущий уровень. То есть это такой момент духовного роста, да, это момент такого квантового скачка вперед. И то есть если вы где-то еще были не в этих энергиях и в этих вибрациях, то вот третья декада все-таки вас засосет, что ли, да, вот в эту воронку. И все-таки вы задумаетесь над своим предназначением. Вам, возможно, какое-то время даже захочется побыть в одиночестве. Для некоторых еще здесь, смотрите, может быть такой момент, что у кого есть дети, да, здесь, возможно, болезнь ребенка, третья декада месяца, возможно, все-таки, или кто-то из младших членов семьи, да, то есть кто, ну, там подростки, дети, вот маленькие дети, вот в таком моменте здесь, возможно, вот такой еще вариант события, что, возможно, болезнь детей будет, да, и здесь как бы обратиться вам надо, скажем так, к человеку такой, который знает, да, то есть это врач, это, ну, это, знаете, как врач должен быть такой высокой квалификации, скажем так, да, либо вот, как вам сказать, вот есть такие врачи, которые опытные, да, вот хорошее слово, опытные врачи, которые там уже не один десяток лет отработали, вот к таким специалистам лучше всего обратиться, они дадут лучшую рекомендацию. Но еще если кто-то связан с народной медициной, то здесь очень хорошо травники могут помочь. Совет для вас, козероги, на январь 2023 года. Выпадает двойка жезлов. Эта карта говорит о выборе пути. О выборе пути, что вам на совет. Подумайте, куда вы идете, чего вы хотите от жизни, и как-то вам пора пересматривать свою жизнь, да, свои какие-то коррективы вносить. И, ну, это не только о жизни, возможно, это какое-то начинание. То есть для вас на подумать, выбрать тот путь, куда вы хотите идти. Вот такой расклад у меня получился для козерогов. Дорогие козероги, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте обратную связь. Это очень по-дружески, это тепло, это очень приятно. Дорогие мои, я вам желаю света, я вам желаю добра, я вам желаю любви, я вам желаю изобилия, я вам желаю гармонии, искренности в душе, чтобы вы искрились любовью и распыляли вокруг только любовь, нежность и доброту и позитив. До новых видео. Ваша Наталья.